Да, еще, пожалуй, стоит добавить, кто не знает, что с точки зрения биологической, физиологической, эволюционной, пухлые, налитые кровью губы являются одним из главных маркеров сексуального возбуждения и готовности к размножению. Типа «я готова, вот прямо сейчас не тормози, бери меня». Как-то так. Всем привет. В подавляющем большинстве случаев в корне каких бы это ни было сверхмотивированных и сверхнеобходимого действиях лежат болезненные, часто неосознанные, подавленные эмоции. Я думаю, многие замечали, что, как правило, например, слишком сильно до страшного затюнингованные машины – это автомобили старые и, как правило, изначально далеко не люксовые. То есть, например, какого бы то ни было рода «Жигули» покупает себе человек и живет с ощущением, что этот автомобиль недостаточно хорош. И бывает такое, нету возможности купить лучше пока что автомобиль. И человек, ведомый этим чувством, пытается часто этот автомобиль улучшить. Как? Установить новые какие-нибудь литые диски, колеса покрасивей, затонировать, ветровички какие-то установить и так далее. Но, к сожалению, автомобиль-то это лучше, эти действия особо не делают. И в какой-то момент человек продолжает быть ведомым этим чувством неудовлетворенности в своем автомобиле, продолжает его улучшать. И он уже часто не видит, что эти постоянные улучшения, они уже не просто некрасивы, они уже страшны. И все окружающие люди понимают, что ты с тачкой делаешь какую-то дичь. Но он этого не осознавая, то есть это чувство меняет даже его объективное восприятие, постоянно все равно пытается улучшить все лучше и лучше сделать этот автомобиль. И автомобиль становится уже попросту страшным. То есть в глубине вот этих улучшений бесконечных, до ужаса, лежит подавленная неудовлетворенность своим автомобилем, к примеру. Но надо сказать, это касается, конечно же, не только машин, как вы понимаете. Это касается и бесконечно у мужиков в погоне за успешным успехом, когда, например, денег уже и так много, и девать их особо некуда, но надо больше, больше, больше. Причиной этого могут быть разные эмоции. Например, в детстве много обижали, и человек решил, подавив в себе эту эмоцию, что я им докажу, что я чего-то стою. И вот он теперь пытается с помощью денег перекрыть как-то эту болезненную эмоцию, что вот обижали меня, не уважали. И я теперь этого уважения добьюсь с помощью денег. Также бесконечная покупка новых телефонов, бесконечная погоня за новым самым дорогим автомобилем, красивой самой молодой женой и так далее. Часто действительно в корне всех этих действий может лежать, как я уже сказал, подавленная болезненная эмоция. Зачастую так происходит. То же самое происходит и с девчонками. Фотают задницу в Инстаграм. Ага, зависимость от лайков. Мне ставят лайки, значит, я в этой жизни чего-то стою, достойна любви, и я из себя что-то представляю. Бесконечное улучшаторство. Губы сделать, задницу сделать, грудь накачать, что-то еще. Опять-таки, ведомые часто неудовлетворенностью самим собой. То есть, к сожалению, да, современные женщины и девушки в подавляющем большинстве случаев живут в перманентной неудовлетворенности личной жизнью, сама собой, в попытках заслужить любовь, внимание и так далее. Многие мужики сейчас скажут, да ты что, ты посмотри, какие королевы-то ходят, не подойти на пушечный выстрел, сразу типа отшивают тебя. Как это может вязаться с неудовлетворенностью самой собой? Но на самом деле это и есть самое яркое проявление неуверенности в себе. Когда я могу на низменные чувства привлечь большое количество мужиков, и при этом я могу себе позволить их от себя отталкивать. То есть я нужна, но я могу выбирать. Уверенная в себе девушка так никогда не поступает. У нее нет необходимости привлекать к себе мужиков с помощью вот этого вот всего и потом их отшивать. Кроме того, самая-то главная проблема в окружающем мире, что люди просто друг другу стали не нужны. То есть раньше без мужчины, без добытчика действительно община вымрет. То есть без того, кто эту общину будет защищать, без того, кто будет добывать мясо домой, мамонта тащить и так далее. То есть мужчина был крайне нужен. Ну и женщина, каждая была очень нужна. То есть без женщины огонь погаснет, дети не выживут, без одежды все будут ходить, никто шкуры не будет шить. А в современном мире есть посудомойка, женщину очень легко выбирать в Тиндере, да вон на улице сколько фиф всяких ходит. Кроме того, мужиков тоже огромное количество пишут, и тем самым девушки себе подстегивают эту самооценку, наделав себе задницу, губы, еще что-то,
Проявляют к ним внимание, значит, я чего-то стою. А человек, как человек, больше не нужен. Теперь каждый может быть независим. И каким же тогда образом, когда даже на улицах люди не знакомятся больше, каким же образом теперь можно конкурировать, например, девушки среди огромного количества других женщин и девушек, если теперь выбирают за внешность, а за твои личные качества даже никто часто не интересуется? Да для многих это просто в современном мире уже и недоступно. Вот эта вот конкуренция, исходя из, как я уже сказал, личных качеств. Например, общечеловеческих ценностей, таких ценностей, как дети, семья, уважение к мужчине, целомудренность, чистота, надежность, возможность тебе доверять и так далее. Для многих девушек, к сожалению, в нашем мире это уже недоступно. Потому что уже много лет инстаграмные всякие коучи, блогерши, психологини насаждают девчонкам культ успешной личности и, так скажем, образ успешной девушки. Какой это образ? Это образ эскортницы, которая якобы из себя ничего не представляет, и единственное, что ты можешь делать, это накачать губы и привлекать мужиков на свое тело. Понятное дело, какие мужики будут привлекаться. И сами эти психологини, этого не понимая, они принижают женщину. Что ты такая королева, ни на что не способная на самом деле. И все, что в тебе есть, это твое тело, которое надо без конца улучшать и на это привлекать принца. Но секрет заключается в том, что и принцу ты такая даром не нужна, и миллионеров на всех вас не хватит. И потом к 30 годам можно опомниться, что уже и тело изуродовано, и каких-то качеств, за которые тебя бы когда-то ценили и на руках носили, их уже нету и не вернуть, и не заполучить. А болезненные эмоции остаются. Поэтому как эти эмоции перекрыть в попытке конкуренции? Постоянно пытаться себя улучшать. Но, как я сказал, это происходит не только с девушками, это происходит и с мужчинами. И вообще наш так мир теперь устроен, что очень сложно проявить как-то свою реальную ценность. Из-за этого вот эта вот вся погоня за успешным успехом, красивое тело, губехи у девушек и так далее. Но даже в сумасшедшем доме нас никогда не встретит посредственность. Нас там встретит космонавт, царь, императрица, Иисус Христос, президент. То есть даже там вот эта потребность, это базовая потребность быть нужным, быть полезным, быть значимым. Чтобы в тебе нуждались, и ты приносил какую-то пользу. Она остается у человека. Но перекрыть ее в современном мире крайне сложно. А перекрытие, как я уже сказал, качествами, какими-то навыками, это сложно, да и не модно теперь. Вот таких вот мыслишек вам подкинул. Можно подумать, если есть чем. Все. Всем спасибо. Пишите комментарии, если хотите.